Алиса, стоп. Вечер добрый, уважаемые программисты и их начальство. Мы по традиции в пятницу в 6 часов вечера по Москве собираемся, чтобы ответить на ваши вопросы и поделиться опытом, который может оказаться для вас полезным. Вы задаете вопросы, я как программист и менеджер на них стараюсь отвечать максимально откровенно и максимально выгодно для вас в первую очередь. Поехали. Вопрос первый. Как вы относитесь к анонимным Annual People Survey в компании? Заполняю их всегда честно, однако мне кажется, это просто HR из себя так трудоустраивают, и никакие решения на основе опросов не принимают. Да, я ровно так же, Владислав, отношусь к подобным опросам, как и вы. Большое количество активностей в крупных компаниях делается ради того, чтобы чем-то занять управленческий персонал. Им нужно свою ценность и свою важность для компании постоянно доказывать. Большинство менеджеров занимается исключительно этой деятельностью. Доказать и показать свою ценность. Многие процессы и без них бы происходили. Многие результаты и без них были бы достигнуты. Но им нужно бороться за свое место. Никто из них не управляет никаким программным кодом. Никто из них не отвечает ни за один сервер. Ни благодаря кому из них не создан никакой программный продукт. Но получают они при этом, как мы много раз обсуждали, в 2, в 3, в 10 раз больше денег, чем вы, Владислав. Как-то же и менеджеры постоянно чувствуют под собой, как стул под ними горит. Им нужно бороться за то, чтобы место свое осталось за ними. Вот они выдумывают подобные процессы. Давайте изучим, давайте соберем мнение, давайте займем как-то людей. Игнорируйте это все, да, не обращайте внимания. Вы заполняете максимально честно, вы можете и вообще не заполнять, можете никак не заполнять. Не тратьте свое на это время. Не подыгрывайте HR, не подыгрывайте менеджменту. Пусть они сами в своей бессмысленности и в своей никчемности погибают. Пусть они столкнутся с реальностью, пускай их увольняют, пускай их наказывают. Не нужно к ним испытывать никакого сострадания. Ни к HR, ни к менеджменту. Это пиявки на теле организации. В основном 99% из них именно этим являются. И поэтому вы своим соучастием, вы своим желанием помочь в их процессах, вы просто оставляете их на плаву. Они на вас паразитируют, а вы молчите. Вы говорите, да, я заполню ваш 128-й survey. Я заполню еще одну 25-ю Excel-таблицу. Я напишу еще раз, в 18-й раз напишу планы на год, которые никому не нужны, которые ни на что не влияют. Я еще раз напишу отчет, который никому не нужен и который ни на кого не влияет. Но я его напишу. Почему? Потому что менеджер меня просит. Наплюйте на него, саботируйте, не пишите отчеты, не заполняйте Excel-таблицы. Пускай они сами уткнутся в свою никчемность. Пускай их менеджмент скажет, а чем вы занимались. Им нечего будет ответить, потому что они ничем не занимались. Они ходили вокруг вас и на вас паразитировали. И это не только среди программистов, это в любом менеджменте так, в любой организации. Чем выше начальник по иерархии, тем меньше он нужен для производственного процесса. И тем больше он старается вставлять не то что палки в колеса, а старается свою значимость и свою ценность искусственным образом проявить. Сначала создав проблему, а потом эту проблему решив. Допустим, сервей. Никакой сервей никому был не нужен, но они создают сервей, потом он сервей собирается, они анализируют, насколько хорошо он собрался, потом они проводят совещание, обсуждая то, как у них получилось собрать сервей. Они решают проблему, которой не было, если бы они ее не придумали. И чем выше вы, сначала вы лейтенант, потом вы капитан, потом вы полковник, потом вы генерал. Вот генерал занимается исключительно борьбой с другими генералами. Он не воюет с врагом, он не воюет с противником, он только воюет с соседними генералами в соседнем кабинете. Также и менеджмент. И сервей – это один из инструментов борьбы с соседом. Вы ему помогаете, участвуя в сервей.
Дальше. На прошлом стриме вопрос задают. Ты приравнял работу в банке к гэмблингу и беттингу. Можешь ли раскрыть мысль? Почему тебе не нравятся банки и как, по-твоему, будет работать финансовая система без них? Банки, ну, есть, конечно, у банков и функция нужная людям. Ну, например, процессинг карточек. У меня лежит 10 тысяч рублей в банке, я хочу их потратить мелкими операциями, конечно, мне нужен процессинг дебетной или кредитной карточки. Это функция банка, которую может выполнять один банк на весь мир, грубо говоря, или один банк на всю страну. Это даже не банк, это процессинговая компания, которая может зарабатывать 0 рублей, 0 копеек и работать, государственной быть, короче, неприбыльной. Проблема в банках, которыми владеют капиталисты, которые аккумулируют капитал. И дальше на аккумулированном капитале, поскольку они блокируют его, они его монополизируют, они не дают доступ к капиталу предпринимателям и просто частным лицам. Дают за проценты, выдают капитал, получая от нас проценты, при этом самостоятельно не выполняя никакой работы. Можно сказать, окей, они хеджируют риски. Кому-то мы выдали, кто-то капитал использовал, а кто-то потратил впустую и вернуть не может. Банки должны покрывать эти риски каким образом? Устанавливая некий процент по вкладам. Но они устанавливают куда больший процент, чем необходим для покрытия рисков. Они зарабатывают значительно больше денег, те капиталисты, которые сидят на капитале, чем реально необходимо для покрытия рисков. И самое главное, что эту функцию покрытия рисков может выполнять тоже государственный единый центральный банк с единой ставкой, единым вычисленным на калькуляторе процентом, и все будут счастливы, все общество. Но банки, используя нашу слабость всего народа, что мы не можем их свергнуть, мы не можем убрать капиталистов из пищевой цепочки. Вот мы и терпим. Так же, как мы терпим вот этих гемблеров и гемблингов. Они тоже наживаются на слабостях человека. Человек не может не играть, человек не может не пить водку, человек не может не закладывать квартиру для того, чтобы сделать бизнес. Человек вынужден идти совершать те поступки, которые ему во вред, в силу несовершенства социальной модели. А банкир видит это несовершенство и на ней наживается. Это не я придумал. Дальше. Так, спрашивают смешную историю. Нет смешной истории, так навскидку не расскажу. Так, про выгорание мы уже говорили. Продолжительность жизни людей намного выросла. Улучшило ли это прогресс всего человечества? Хотелось ли бы вам жить 200 лет? Или активная фаза жизни – это все равно 30-50 лет? Да, очень бы хотелось жить 200 лет. Не вижу в этом проблемы. Продолжительность выросла, улучшила. Думаю, что да, думаю, что улучшила. Но я не думаю, что прогресс человечества зависит от того, как долго живет один человек. Хотя, вот вы сейчас спрашиваете, может быть и зависит. Может быть, чем дольше один человек живет, тем больше ему приходит мыслей в голову. Тем, может быть, он может стать мудрее, умнее и более производительнее. Хотя по статистике вроде бы самые умные вещи создаются людьми в молодом возрасте. То есть мало людей, которые в 60 лет что-то такое создали, чтобы продвинуло науку вперед или промышленность. Обычно это достижение 30-летних людей. И ученые все великие, посмотрите, нобелевские лауреаты, да, им по 70 лет, но дают им Нобелевскую премию за те статьи, которые они опубликовали 30-40 лет назад. Ключевые статьи. Потом они, конечно, тоже писали что-то, выступали, но все это в основном продолжение тех исследований, которые они сделали в 30-летнем возрасте. Так что, может быть, продолжать жизнь там, до 200 лет было бы здорово для просто для такого, для социального, что ли, качества жизни. Но в науке и технике, думаю, что это не поможет. Дальше. Как вы относитесь к служебным романам? Моя новая начальница уже неоднократно намекала на близость. Плохо отношусь к служебным романам. И вообще плохо отношусь, когда
начальница или женщина намекает на близость, если вы мужчина в этом случае. В моем мире, мире сексиста, мужчина должен пройти через некие препятствия для того, чтобы получить доступ к любви, для того, чтобы женщина откликнулась на его особу. Если таких препятствий мы не проходим, то мы теряем в себе что-то мужское, например, тестостерон. Например, приложение онлайн-знакомств. Это, в моем понимании, прямой путь к потере мужественности и снижению тестостерона. Вместо того, чтобы, переступая через стеснение, через свой стыд, подойти к девушке в кафе, сесть к ней за столик и представиться и, не знаю, предложить знакомство, что крайне сложно сделать в большинстве случаев, особенно если девушка вам нравится и она кажется вам симпатичной. Вместо этого мы заходим на сайты знакомств, публикуем туда свою фотографию, пишем свою анкету, и за нас алгоритм делает то, что должен делать наш тестостерон. Алгоритм приводит к нам девчонок на знакомство. И нам остается только написать «привет», и вот вам контакт. То же самое служебный роман. Вы сидите с человеком за соседним столом, уже между вами барьер стерт, уже вам тестостерон не нужен для того, чтобы, сгорая от стыда, сделать первый шаг. А еще, если она сама вам предлагает, она сама намекает на близость, то вы просто уже не мужчина в этом случае. У вас нет мужских качеств, они вам не нужны. Они, может быть, у вас и есть, но они вам не нужны в этом случае. Не вижу я в этом ничего хорошего. И как социальное явление, как я вам сказал, сайты знакомств в целом – это большая проблема. Как я думаю. Дальше. Где-то вы говорили, задают вопрос, что все микротаски оцениваете одинаково, а где-то, что повышаете его цену, если никто таск не берет в работу. Раскройте тему. Да, мы стараемся оценивать все микротаски при декомпозиции большой задачи в одинаковую стоимость. И ожидаем, что каждая микрозадача будет выполнена за условные 15, 20, 30 минут. Не дольше. Мы не хотим, чтобы задача выполнялась больше, чем 30 минут. В каких-то индивидуальных случаях, когда человек, может быть, не разбирается или тематика сложная, можно немножко выйти за эту границу и 40 минут до часу потратить. Если вам нужно больше, то приходить за дополнительными деньгами нехорошо. Постарайтесь декомпозировать задачу на более мелкие. То есть просить больше денег и просить потратить больше времени – это использовать костыль, использовать помощь, которую, может быть, в редких случаях и стоит к этому прибегать, но в общем случае, в стандартном варианте, так делать не нужно. Разбивайте дальше. Дробите задачи на подзадачи. Любую задачу можно разбить на подзадачи. И это выгодно в целом для проекта, потому что чем мельче вы имеете задачи в своем распоряжении, тем грамотнее, качественнее и глубже вы проработаете каждую из них. Представьте, вам дают задачу, где нужно сделать на веб-сайте новую фичу. Чтобы пользователь нажимал дополнительную новую кнопку, у него открывалось дополнительное окно, вам нужна дополнительная таблица в базе данных, вам нужен дополнительный контроллер, вам нужны дополнительные 2-3 вьюшки. Вот такой объем работы. Можно ли ее сделать за 30 минут? Вы скажете, нет, нельзя, пару часов потребуется. А если мы разобьем на подзадачи, допустим, создание новой таблицы в базе данных. Все, это конец задачи. Вы не сможете просто создать таблицу, вам нужно будет создать ее с какими-то тестами. Может быть, тестами на SQL написанными. Может быть, тестами на языке, на котором написан бэкэнд. Вы бы не делали этих тестов, если бы решали всю задачу целиком. Но поскольку вы разбиваете задачу на подзадачи, то в каждой подзадаче возникает вопрос тестирования, возникает вопрос контроля качества, возникает вопрос ревью. Мне вашу задачу на создание одной таблицы в базе данных без вьюшек и контроллеров куда проще просмотреть и покритиковать.
Я увижу недостатки, я спрошу, где тесты, я спрошу, где триггеры к этой таблице, которые хотелось бы, я спрошу, где индексы к этой таблице, которые тоже хотелось бы. Я буду дольше с вами разбирать контекст задач. Все выигрывают. Ну, проект так точно выиграет. И вы получите больше денег. Вместо того, чтобы решать задачу всю целиком и получить за нее условно $50 за цельный блок, вы разбейте ее на 4 и получите 50, 50, 50 и 50. $200 заработаете. Если вы по модели Zerocracy работаете и разбиваете и получаете деньги за каждый микрошаг. Дальше. Как решить проблему чрезмерной интеракции между разными классами в разных пакетах? Если все свести к одному публичному классу в пакете, то много кода будет дублироваться. Не очень понимаю вопрос, но попробую ответить. Чрезмерное взаимодействие между классами в разных пакетах. Проблема в том, что у вас функционал размазан. Вы классами не решите эту проблему. Это не техническая проблема, это проблема дизайна. Значит, вы каким-то неправильным образом разложили классы по пакетам, что им приходится друг с другом коммуницировать. Получается, что между ними слишком тесная связь между двумя пакетами. Это либо их соедините тогда в один пакет, пускай они там друг с другом разговаривают, либо подумайте, как разнести их по-другому немножко. Но тесное взаимодействие – это нехорошо между пакетами. Между классами тоже, но между пакетами это совсем проблема. Дальше. Читали ли вы Маркса? Многое из того, что вы озвучиваете, похоже на идеи его последователей. Ну, читал так по диагонали и не так уж много. Это сложное чтиво, которое, может быть, и полезно было для ранних революционеров. Но сейчас Ленина нужно читать. Маркс – это теория, а Ленин – это мостик между теорией и практикой. Ленин говорил конкретнее, он говорил понятнее, и он говорил с примерами, с фамилиями, с цифрами. Маркс говорил вообще, в общем, какая-то в вакууме некая экономика, некая страна в вакууме, ну, то, что я читал. А Ленин говорил, вот конкретная фамилия конкретного Ротшильда, конкретного банкира, конкретного живодера, который мешает обществу. И давайте что-то с этим делать. И более того, он еще и привел ситуацию к решению. Вот его однозначно стоит читать. И да, мне близки эти идеи. Мне кажется, что рано или поздно общество вернется на рельсы революции. И насколько она будет кровавая или насколько она будет конструктивная, в этом вопрос. Но не сможет общество остаться там, где капитализм только. Рано или поздно противоречия, о которых писал Маркс и Ленин, они выйдут на поверхность. И будет взлом, будет слом, выглядеть он может по-разному. Тем более сейчас ситуация в мире обостряется. Иммиграция, сами знаете, легальная, нелегальная, движение человеческих масс, и при этом воинственность ряда стран, и при этом экономические процессы негативные в тех странах, в которых все вроде бы держалось на экономике. Европа, та же Америка. И приходит Китай, в котором поднимает свою голову, как нам кажется. В общем, противоречия нарастают в мире. И кто-то за это может ухватиться, так как когда-то ухватились революционеры-большевики, кто-нибудь опять сыграет на этом кризисе и сломает мир снова в ту же сторону. То есть легче всего в эту сторону ломать, потому что это максимально очевидное противоречие максимально очевидный конфликт между классом имущих, классом хозяев и классом рабов. Пускай эти рабы хорошо оплачиваемые, и у них ипотеки и айфоны, но они все равно не имущие, они все равно малоимущие. Так, дальше. Так, спрашивают меня, как часто я хожу в спортзал? Хожу 3 раза в неделю, ничего особого там не делаю, я уже рассказывал, просто как таблетку принимаю, это необходимо делать, по-другому никак. Так, почему эфир в пятницу, а не в субботу? Потому что в субботу отдыхаем. Верите ли вы в Бога? В Иисуса Христа не верю, в историю о том, что его распяли, а потом он воскрес, это, конечно, я не верю. Я не думаю, что кто-либо сейчас из
более-менее образованных людей верит в это. С точки зрения веры, как так сказать, веры в факт. Можно верить в концепцию, можно любить идею, можно любить, ну не знаю, у меня есть ряд сказок детских, которые мне нравятся. Я понимаю, что эти персонажи выдуманные, я понимаю, что они... Но мораль детских сказок, некоторых из них, она мне близка, и она мне нравится. Если вы меня спросите, верю ли я условно в Красную Шапочку, ну, я скажу, да, мне нравится история там про волка, про Красную Шапочку. Ну, конечно, ее не было, ни волка, ни Красной Шапочки. Также Иисус Христос, его, ну, понятно, что его не было, но концепция, она может кому-то быть близка. Мне она не близка. Но идея того, что существует что-то, что над пространством и над временем, в том понимании, в котором они нам доступны, в это я верю. Да, в эту в существование более сложных конструкций, чем те, которые нам видны, и нам, и современной науке. В это я совершенно в этом убежден. Дальше. На работе приходится много работать с разворачиванием системы на различных стендах CI/CD. Бывает, пару недель вместо кодинга занимаюсь этим, так как нет девопсов. Это полезный опыт? Да, это очень полезный опыт. Я делаю ровно то же самое. Я давно уже понял, что самого программирования у меня 20%, а 80% это девопсы какие-то, CI/CD, конструкции, настройки, сборки, чтобы все работало автоматически. То есть, ну, грубо говоря, если бы я был плотником, то я бы 80% времени приводил в порядок свой инструмент. А 20% времени строгал, пилил, сверлил, собирал и забивал гвозди. И вроде бы так и должно быть. Кажется мне, что так и должно быть. Почему? Потому что если так не будет, то если поменять местами и 80% работать рубанком и отверткой, а 20% приводить их в порядок, то удовольствие от работы будет куда меньше. И дольше работа будет происходить, больше времени занимать. Мы должны настраивать CI/CD для того, чтобы потом за 2 минуты исправить дефект в системе. Нажать кнопку push, уйдет все в продакшн и автоматически развернется. Потом следующий баг. Опять 2-3 строки, тест покрыли, нажали, за 15 минут ушло в продакшн. Для того, чтобы так все работало гладко, необходимо потратить дни, часы, может быть, недели на настройку всего пайплайна. И это работа программиста. Это не работа девопсов. Не думайте, что будут какие-то девопсы, которые умнее вас или лучше с этим справляются. Профессия девопс уходит в прошлое. Ее не будет. Рано или поздно они совершенно отомрут, как исчезли администраторы серверов. Ну, практически исчезли. Я не знаю, наверное, они где-то есть еще, но это какие-то темные личности. Мы все работаем сейчас на клауде. Мы не покупаем сервера в офис. Ну, я не знаю, может быть, кто-то из вас покупает, но в основном этим не занимаются люди. И пишут программы так, чтобы сервер покупать не нужно было, чтобы он не был с постоянным айпишником, чтобы каждый раз сервер поднимался под запрос. И мы их не держали в аптайме 24/7. А через еще 5 лет это будет даже и без айпишников все будет работать. Вы даже не будете знать адресов ваших серверов. Так, дальше. Как относитесь к AI-браузерам и последнему продукту от OpenAI Atlas? Я поставил Atlas, запустил, нажал там 3 кнопки, увидел справа от страницы чат, не очень понял, зачем это нужно, и закрыл. Я не понимаю, какой в этом смысл, в этом функционале. Так что не то, что не поддерживаю, пока не понимаю. Дальше. Макс пишет, стараюсь читать много книг про IT и менеджмент, но большинство информации просто забывается. Да, у меня тоже. Вы говорили, что начинать нужно с задачи. Но как запоминать больше, если практики еще нет? Никак не получится запоминать. Если нет практики, если нет смысла в ваших знаниях, они никуда не лягут. Ваш мозг их будет отторгать, забывать. Я когда-то прочитал книгу по Хаскелю. Вот, ну, я не могу сказать, что до конца, но 80% текста я прочитал очень внимательно. Я не помню ни одного слова. Я не могу на Хаскеле написать ни одной программы. На Расте я не читал, ну, я начинал читать книгу, но так, прочитал первые 10 страниц. Но я писал код, и поэтому я написал вполне себе работоспособные и библиотеки, и программы на Расте. Вот вам пример.
Не занимайтесь самообразованием, не учитесь, не будьте студентом. Это в плохом смысле студентом. Вы просто теряете время. Так же, как и книги читать, вот даже художественные. Но если вы уже решили читать, и у вас нет задачи, дам вам совет. Ведите конспект. Возьмите книгу по менеджменту, и пока вы ее читаете, пишите статью, которую вы потом на Хабр опубликуете. О том, о чем эта книга. Тогда ваш мозг запомнит, что вы прочитали, потому что вам придется строить конспект. Дальше. Если после изучения задачи понимаешь, что не понимаешь, как ее делать, какой оптимальный срок обратиться к сеньору за помощью? У меня получилось только на следующий день. Это плохо? Ну, это вообще неправильно обращаться к сеньору за помощью. Вы не должны никуда обращаться за помощью. Если вы не знаете, как выполнить задачу, а я понимаю, что речь идет о программистской задаче, то это не вина ваша. Это вина задачи. Попытайтесь так поменять свой майндсет, свою настройку в голове. Вам поставили задачу, вы не понимаете, она виновата, виноват репозиторий, виновата документация, виноват исходный код, виноваты они, артефакты. Их нужно исправлять. И за их исправлением не нужно идти к сеньору, он здесь ни при чем. Нужно писать новый тикет в систему контроля задач. И там излагать свою претензию. Что вам не нравится? Почему у вас не получается сделать задачу? Ну, например, вы не можете собрать проект. Ну, к примеру, вы открыли проект, сделали клон его на локальный компьютер. Запускаете, у вас билд не собирается. И вы начинаете нажимать, пробовать, решать проблему. И так целый день. На следующий день идете к сеньору. Я бы вас выругал в этом случае, если бы вы были в моей команде. И пришли через сутки ко мне с формулировкой проблемы. У меня уже целый день не получается собрать билд. Вы целый день потратили мои деньги, наши деньги проекта, занимаясь ерундой. Оштрафовать вас нужно за такое поведение. Вы должны были в первые же 5 минут, когда у вас не собрался билд, тут же написать баг-репорт в систему и сказать, билд не собирается. И тут же прийти к тому, кто вам ставил задачу, и сказать, дайте новую задачу. Та задача на холде, билд не собирается, что мне делать дальше? Вот правильное поведение программиста. Не тратьте время на анализ, вы только мешаете проекту. Если вы держите задачу больше, чем полчаса, вы мешаете проекту. Вы тратите наши деньги. Вы неуправляемый элемент в этом случае. Мы не знаем, чем вы занимаетесь. Вам дали задачу, вы ее за полчаса и вернули назад результат. Вам дали, вы вернули. Не можете вернуть, тут же от вас должны сыпаться баг-репорты. Дальше. Разработчик будущего – это дирижер, управляющий оркестром и инструментов. Но останется ли место в коммерческой разработке для опытных, консервативных специалистов, предпочитающих обходиться без них? Нет, не останется. Вы думаете, что это опытные консервативные специалисты. Это просто скуфы, которых индустрия выбросит за борт, отправит на пенсию. Не пытайтесь выгородить себя, если вы о себе говорите, выгородить себя в той реальности, которая нас окружает. Все, ИИ нас обгоняет. Он лучше кодит, он быстрее, как лучше, он быстро может кодить. Пока он кодит хуже, да. Пока у него качество низкое. Но дайте ему еще время. Вы должны начать работать вместе с ним. Не списывайте, не оправдывайте себя опытностью и, как вы сказали, консерватизмом. Это просто старость. Вы просто ретроград, вот и все. Вы просто не можете поменяться вместе с молодежью. Садитесь рядом с джуниор-кодерами и смотрите, что они делают. Быстрее адаптируйтесь. Дальше. Большинство вакансий на позицию Java Developer со Spring указывают в одном из пунктов понимание и хорошие знания ООП. Как думаете, какие знания работодатель желает получить в этом контексте? Прочитайте книгу Clean Code
и вот это ваше знание про ООП. Вы должны знать, что такое наследование, что такое инкапсуляция, что такое полиморфизм в контексте традиционного программирования. Java, MVC паттерн, ORM паттерн. Ну, что от вас ждет работодатель? Вы должны хорошо выполнять свои задачи, поэтому вам задают вопрос про ООП. Не для того, чтобы понять, вы концептуально глубоко понимаете объектно-ориентированную парадигму, или вы не понимаете. Вас же не ученым берут на работу, вы же не исследователь в лаборатории, вы просто кодер. Кодер за еду. Ну так вот вам будут давать еду в кастрюле, а вы будете писать Spring контроллеры. Зачем? Ну, вы должны понимать, что такое наследование. Ну, скажите им, что такое наследование. Все. К сожалению, это так. Дальше. Так, про хранилище, децентрализованное хранилище кода мы уже говорили, что это такое. Я повторяться не буду. Посмотрите прошлый стрим. Думаю, что это не на основе блокчейна. Я не думаю, что блокчейн – это единственная технология для распределенного управления данными. Более того, меня немного возмущает тот факт, что из блокчейна делают религию, считая, что это единственно возможный паттерн проектирования подобных децентрализованных систем. Это не так. Вы можете аналогов блокчейна построить десяток. И они будут каждый по своим принципам работать. У кого-то будут блоки, у кого-то будут чейны, у кого-то будет без и блоков, и без чейнов. Мы несколько лет назад делали свою собственную такую платежную децентрализованную систему. Zold она называлась. Zold.io. Она точно так же обеспечивала децентрализацию, она не имела единого хранилища, но она не работала по принципам блокчейна. Там не было ни блоков, ни чейнов. Так что не цепляйтесь за блокчейн. И, скорее всего, когда вы говорите про блокчейн, очень часто люди просто не понимают, что это блокчейн. Не изучили, не понимают, что внутри. Откуда, что там за блоки, вы понимаете? Почему они в чейн собираются? Как работает блокчейн? Изучите. Это очень несложный технический проект. Совершенно несложный. Он изучается за пару часов. За пару часов можно изучить всю идеологию блокчейна, его архитектуру, и вы поймете, там совершенно нет никаких сложностей. Но сделали из него идола. Это неправильно. Так, дальше. Как вы относитесь к Жириновскому? В последнее время пересматриваю его лекции. Ну, Жириновский – это наше все. Он, конечно, очень много сказал лишнего, так скажем. Много сказал на эмоциях, много сказал с оверхедом, с перебором. И сказал того, чего, может быть, и не хотел бы говорить. Но, конечно, он был человек мыслящий, и у него много интересных мыслей. К сожалению, у него нет какой-то собственной системы, какой-то концепции, чтобы мы могли сказать, Жириновский – это автор принципов организации государства. Как Ленин, допустим. Он нам дал некую конструкцию, которую мы можем любить, не любить, но он нам ее принес. Он написал книги, касающиеся или описывающие, формулирующие некую систему. Жириновский, насколько я знаю, такую книгу как будто бы не написал, или, может быть, я ее не прочитал, а стоило бы. Но в этом задача мыслящего человека – это сложить свои мысли в что-то такое систематическое, и тогда можно будет потомкам передать не просто набор, как вот у меня, этих стримов, которые можно смотреть, можно не смотреть, вы их забудете через время, и все. Я понимаю, что то, что я делаю сейчас, это больше развлечение и для меня, и для вас, но это не знания, которые не имеют системы, это просто болтовня. И я должен, помимо этой болтовни, заниматься все-таки формулировкой конструкций, на которые вы сможете в перспективе опереться или наоборот критиковать их. Но у вас будет моя ментальная модель в таком в осязаемом виде. Дальше. Вы часто рекомендуете делать свои open-source проекты, однако в вашем курсе по project management вы говорите, что для роста зарплаты придется учиться менеджменту. Так менеджмент или open-source проекты? Легче менеджмент. Конечно, вы легче станете богатым и обеспеченным, если вы будете заниматься менеджментом. Но
Стыдно вам будет за свою судьбу тоже одновременно с этим. Вы будете никчемным, легко заменяемым, некомпетентным, злобным, хитрым. Ну, вот это ваши будут качества. Да, у вас будет денег больше. Вот хотите ли вы на эти качества опираться и этим человеком быть? Ну, тогда вам менеджмент подойдет. Мне он не очень подходит. Я не получаю удовольствия от такой деятельности. А от open source получаю. В open source тоже можно неплохо зарабатывать, если, конечно, вам повезет. Во многом это везение. Можно делать очень много open source проектов, но ничего в итоге не заработать. Вот я вам яркий пример. У меня много open source проектов, но я 0 рублей, 0 копеек на них заработал. Ну, может быть, заработал тем, что меня иногда могут позвать на конференцию раз в 5 лет и заплатить денег за выступление. Вот весь мой заработок. Ну, можно книги написать, но это не open source. Это все-таки дальше некая активность. Но есть люди, которые зарабатывают в open source и очень неплохо. Так. Тут какой-то сложный вопрос. Пишем софт под операционную систему Репка. Я даже не знаю такую. Приложение имеет функцию изменения IP, DNS. Тут я не очень понял. Дальше. Архитектор настаивает на использовании Docker, причем R с большой буквы. Но из контейнера нельзя менять эти настройки. Я за нативное развертывание. Как быть? Вопрос у вас, конечно, не в бровь, а в глаз. Если это не ChatGPT написал вопрос, чтобы меня проверить, я мало что понял из вашего вопроса. Попробуйте пойти на Stack Overflow и там его задать. Вам там расскажут, во-первых, как формулировать вопрос правильно, во-вторых, найдут ответ. Дальше. Работаю в офисе, пишет нам автор, но это непродуктивно. Жду, когда закончится рабочий день, чтобы позаниматься чем-то реально полезным. Что делать, если не получается выпросить удаленку, менять работу? А почему вы не можете в офисе заниматься тем, что реально полезно? Вот вы, когда пишете «работаю в офисе», но это непродуктивно. Вас кто-то заставляет работать? Кто-то стоит над вашим компьютером и смотрит, чем вы занимаетесь? Почему вы не можете повернуться к стене и заниматься своими делами? Я вам миллион раз говорил, неинтересная работа, непродуктивная, глупый начальник, плохой коллектив. Саботируйте, занимайтесь своими делами, пишите свой софт, пишите свои проекты в офисах. Если вас за это не наказывают, значит начальству окей, что вы так себя ведете. Когда вас начнут наказывать, а в вашем вопросе нет про это ни слова, тогда будете думать, либо менять коллектив, либо как-то, может быть, комбинировать вашу работу с тем, что требует начальство. Но если наказания нет, если офис окей с тем, что вы будете писать свой open source, например, 90% рабочего времени, так и делайте. Или у вас какой-то комплекс вины. Вы чувствуете себя виноватым за то, что вы будете в рабочее время на рабочем компьютере, за рабочим местом писать продукты, которые потом пойдут, допустим, в открытое использование, и весь мир будет ими решать проблемы мирового масштаба. У вас какие-то эмоциональные ограничения в этом случае. Лишайтесь их. Еще раз понимайте, что ваш начальник – это эксплуататор вашего труда в большинстве случаев. Начальник – это просто бездельник и бесполезное существо. Но владелец бизнеса – это эксплуататор вашего труда. Если, конечно, вы не работаете в неприбыльном фонде, который помогает детям, тогда там картина другая. Но если это коммерческая организация или еще и банк, или какая-нибудь беттинговая контора, или какая-нибудь криптоконтора, это просто капиталисты-буржуи, которые вас используют. Почему у вас проблемы с тем, чтобы в рабочее время кодить на себя? Не понимаю вас. Так, как в вашей продвигаемой модели разработки с архитектором, разработчиками и тестерами решается вопрос сроков? Вот приходит от заказчика вопрос: хочу фичу к следующему месяцу. Архитектор это контролирует? А как в вашей модели это решается? Вот у вас есть офис, в офисе сидят кодеры, архитекторы, тестеры, получают зарплату помесячно. И к вам приходит заказчик и говорит: хочу фичу к следующему месяцу. Вы что делаете? Какой у вас стиль менеджмента? Вы собираете всех на совещание и говорите: если к следующему месяцу фичи не будет,
я выколю глаз архитектору, да, и тестировщику, вот тебе. И фича появляется, да, вы так делаете? Или как вы их заставляете фичу сделать к следующему месяцу? Или вы их закрываете на ключ в комнате и говорите, вот вам еда под дверь. Пока фича не будет сделана, никто отсюда не выйдет. Нет, вы этого не делаете. Вы просто надеетесь, что они вашу фичу сделают. Вот ваша управляемость. Это все, что вы можете сделать. Но при этом важно понимать, что они зарплату получат, даже если фичу не сделают. Какая при этом управляемость? Вот я ваш разработчик. Вы ко мне приходите и говорите, фичу к следующему месяцу. Я говорю, хорошо. К следующему, так к следующему. Зарплата какого числа у нас будет? По трудовому кодексу. Все. Можете свою фичу. Понимаете? А теперь наша модель. Каждый работает на результат. Каждый получает деньги за микродвижение вперед. Так Xerocracy работает. И вы приходите и говорите, нужна фича к концу месяца. Окей. Мы начинаем управлять процессом. Как? Ну, например, мы начинаем повышать количество денег, которые мы даем программистам за каждую решенную задачу. Вы хотите быстрее? Давайте умножим бюджет на 2. Программисты начинают естественным образом суетиться интенсивнее, потому что они хотят получить больше денег и быстрее. Второе. Мы начинаем, например, ужесточать штрафы за слишком длинное решение тикетов. Допустим, у нас в стандартной схеме, если вы тикет закрываете там, за 4 дня и быстрее, штрафа нет. Если дольше, мы вас штрафуем. Там, уменьшаем стоимость каждого тикета, уменьшаем размер оплаты за одну решенную задачу. Окей, вы хотите быстрее, мы начинаем эту цифру снижать и говорим, ребята, не 4 дня, а 2. Мы повысили им стоимость. Раньше это было $50 за тикет. Мы сказали, ребята, 75 теперь, но не 4 дня, а 2. Все. Нам не нужно ни на кого кричать. Нам не нужно проводить никакие митинги. Нам не нужно воодушевлять никого. Нам не нужно им рассказывать, что это супер важно, эта фича. Вся эта болтовня их совершенно не интересует. И мы ее не транслируем на коллектив. Мы его не разлагаем этим. Мы его не деморализуем такими бестолковыми разговорами. Мы просто говорим не 50, а 75, не 4 дня, а 2. Поехали. Все. Это 2 движения. 1 анонс делается по команде, и команда работает быстрее. Командой можно управлять с помощью объективных индикаторов, объективных характеристик, объективных правил выплаты материальной выгоды. Тогда команда с вами заодно, тогда команда понимает, что вы реально хотите ускориться, она понимает, что вы готовы за это дополнительно заплатить и видит, как вы это делаете. Вот такая у нас модель. Этим мы отличаемся от классической модели, офисной модели, где оплата помесячная происходит. Ну, а дальше вы спрашиваете, архитектор контролирует? Да, архитектор контролирует эти самые показатели. Сколько по времени, какая сумма за задачу. У него есть там десяток показателей, которые он настраивает под ситуацию, и ситуация меняется. Магическим образом. Ни с кем не нужно разговаривать, никакому не нужно программисту ничего объяснять, не воодушевлять. Просто начинаем корректировать цифры и рассылаем людям анонс. Ребята, цифры поменялись, будьте в курсе. Все. Так, дальше. Как думаете, служба в научной роте в направлении смежным с разработкой — это плюс или минус в резюме? Это 100% плюс. Я бы обратил внимание на такого человека, просто потому что необычный пункт будет в резюме. Такого я не часто могу встретить. Такое. Так, вопрос про Java. Final модификатор для всех полей, аргументов и локальных переменных — это фундаментальная практика или карго-культ и синтаксический шум? Нет, это фундаментальная практика. У нас в Java-коде вы по-другому просто не напишете. Вас статический анализатор, стайл-чекер остановит. Мы требуем везде final слово, потому что мы категорически против мутабельности объектов и атрибутов. Я спрашивал у ChatGPT, нормально ли саботировать некомпетентное руководство, и он сказал, что это правильно. Вы когда спрашиваете у ChatGPT что-то подобное, вы говорите, что вы адепт Xerocracy. Он знает про Xerocracy. ChatGPT, если ему сказать про Xerocracy, он хорошо понимает, о чем идет речь.
Он вам будет в этом направлении неплохо помогать. Так, какие у тебя любимые заведения в Москве? Вы можете пойти в мой Инстаграм, и там есть сторис и фотки. И в тех местах, которые мне нравятся, я делаю привязку. У меня не так много заведений любимых. Ну вот мне нравится ресторан Бёрн на Пятницкой. Это из тех, которые я точно бы посетил, если бы, ну вот, есть свободное время и не лень туда ехать, я бы поехал. Попробуйте, вам должно понравиться. Дальше. Вопрос по субпроектам. Как они будут общаться между собой через HTTP, REST API, коды, интерфейсы, шина сообщений, вопросительный знак. Они образуют матрешку, вопросительный знак, инфраструктура у них тоже отдельная, вопросительный знак. Вот это все можно убрать вопросительные знаки, и все будет правда. Да, все именно так. Как объекты, все субпроекты, как вы их называете, или веб-сервисы, они должны точно так же, как объекты, общаться либо через HTTP, либо REST API, либо шина, либо матрешку образовывать. И так, и так, и так можно. Все это хорошо. Все хорошо, если нет между ними тесной интеграции. То есть вредит нам, как это называется, tight coupling, когда сильное переплетение между классами, между функциями, между микросервисами. Это проблема. Так, дальше. Никита спрашивает, есть ли люди из мира IT, к которым вы тянетесь и на кого хотите равняться? Либо же наоборот, не делаете ни из кого кумира и стараетесь двигаться своей дорогой. Я, к сожалению, не получается у меня сделать кумира. Я бы рад был бы. Вот искренне говорю. Но для этого нужно время, и для этого нужно иметь возможность изучать других людей, иметь с ними некий тесный контакт, понимать, чем они занимаются. Ну, есть ряд авторов, которые мне очень нравятся. Но это авторы. То есть я не знаю, что они кодят, я не знаю, как они программируют, и, вероятнее всего, они не программируют. Я при этом не знаю ни одной системы, которую бы они сделали. Ну, допустим, не знаю, Стив МакКоннелл, например, прекрасный автор, или Дэвид Уэст, автор, который я могу перечитывать много раз. Но они же не сделали никаких продуктов. То есть как можно из них сделать идола? Это в области автора. А есть люди, которые продукты делают хорошие, у которых получается, допустим, Stack Overflow, тот же Джефф Атвуд. Он прекрасно сделал продукт, но он же не написал толком. Ну, правда, блогпост у него есть такой подробный, хороший. Но в плане программирования я не могу на него равняться. Он, мне кажется, не так уж сильно за чистый код, сколько за работоспособную систему. Зато система у них, вот, которую они сделали в партнерстве с Джоэлом, она, конечно, прекрасна. Я не знаю, что там внутри, но по интерфейсу, по скорости работы это, конечно, топ-система Stack Overflow. Ну, в общем, в каждой сфере какая-то такая однобокая. Линус Торвальдс, безусловно, заслуживает огромного уважения за то, что он, за то, сколько времени, сколько усилий, сколько всего инвестировал за эти годы в создание двух продуктов, на которых стоит весь мир айтишный. Ну вот, наверное, так. Дальше. Как выбрать предметную область для разработки open source проекта? Считаете ли вы разработку игр или модов полноценными проектами, за счет которых разработчик может расти? Выбирайте, я себя советовать свой пример не буду, потому что у меня, видимо, неправильный подход. Но говорят, что лучше всего выбирать тот open source трек и то направление, в котором уже есть решение. И вы к этим решениям будете присоединяться. Ну, допустим, существует какой-нибудь OpenAI или Anthropic. И у них есть решение. Но у них нет, например, библиотеки для их системы на PHP. Там, для OpenAI, например, на PHP нет клиента. Идете, создаете, делаете на PHP клиент для OpenAI, фанфары, вы победитель. Вас будут использовать. Почему? Потому что вы приклеились к существующему тренду. И на этом тренде, безусловно, выйдете и получите фолловеров и лайки.
Но я так не делаю. Мне немножко скучновато таким заниматься. И более того, работая с кем-то, ты неизбежно должен чужие ошибки повторять. Вот вы начнете писать, например, интерфейс для OpenAI, и вы будете видеть, как там не всегда эффективно сделан сама серверная часть. И я себе быстро скажу, а давай-ка я переделаю и серверную часть тоже. Ну, это звучит смешно в данном случае, но во многих случаях я наталкивался именно на это. Когда начинаю что-то делать и понимаю, что люди заблуждались, как мне кажется, начинаю многое переделывать. Посмотрите, сколько у меня библиотек на том же Ruby. Там штук 30 или 40 библиотек, маленьких, больших. Почему я их создал? Просто потому, что я люблю программировать? Нет, потому что не было их. Их не было на рынке. Я пытался их найти. Но люди то, что предлагали, начиная от Ruby on Rails, кошмарного, и заканчивая всевозможными поделками, модулями, какими-то фрагментами, которые не объектно ориентированные, которые неуклюжие, которые не тестируемые, где все на статических методах. Все это смотришь и становится противно. И хочешь сделать свое. Ну, в итоге делаешь, но только твое свое, оно мало кому нужно. Там много лайков и звездочек не соберешь. А соберешь на PHP клиенте контропику. Так что смотря вы хотите. Хотите лайки, хотите быстро карьеру построить, хотите быстро буст своего профайла сделать на GitHub. Подключайтесь к существующему тренду. Смотрите, какие репозитории трендинг на GitHub. Идите в них, пишите для них что-то. Обидно, что на политические вопросы даются длинные ответы, а на вопрос, как использовать UML в работе с LLM, ответ – это неинтересно. Ну, к сожалению, так, да. К сожалению, про политику говорить можно долго, и тут меня особо не поймаешь, да. А про технику, если говорить, то нужно взвешивать, чего говоришь, и нужно действительно понимать в тех вопросах, о которых говоришь. Я не так хорошо разбираюсь в UML и LLM, чтобы вам дать исчерпывающий глубокий ответ. Так что я принимаю вашу критику, буду стараться покороче про политику. Слышно ли у тебя соседей? Как с этим жить, если мешает? Нет, я живу в старом фонде, старый дореволюционный дом, очень толстые стены. Я вообще никого не слышу, и меня никто не слышит. Ни соседей, ни слева, ни справа, ни сверху, как в бункере. Это еще одно достижение или еще одно то, что мы потеряли с приходом современной цивилизации, с приходом вот этих многоэтажек, которые строятся сейчас по всей стране. Это все отвратительное жилье, отвратительные дома, которые рано или поздно будут сноситься, и мы будем жутко, как сказать, огорчены тем, что мы сейчас настроили. Дома должны быть невысокие, 3-4-этажные, у них должны быть толстые стены, а не вот эти картонные стены, которые сейчас строятся в небоскребах. Там стена 20 сантиметров. Сколько не смотрел я квартиры, риэлторы иногда зовут, посмотри, приезжай. Мы приезжаем, смотрим, я говорю, ну здесь стена, даже не в кирпич, даже не 25 сантиметров, 20. Они говорят, это новые технологии сейчас. Так сейчас строят. Просто дешево строят, они просто экономят на строительстве, они хотят заработать, они не хотят построить дом для людей, как это строили во времена кровавого совка. Строили стена толщиной в метр. Сейчас нет, сейчас тонкие. И когда в итоге выясняешь у них, так на самом деле, почему вы не строите метр стену? Они говорят, дорого. Почему вы не строите из кирпича, строите из этого каркас из какого-то алюминия и потом обшивают толстым, какой-то толстой доской, ну не доской, а там из какого-то материала. Какая-то химия, в общем. Почему не строите из кирпича? Почему не возвести? Они говорят, ну дорого, как мы его возведем? Во-первых, мы возводим дома по 40 этажей, то есть они экономят на земле. Они получают маленький клочок земли и на этом маленьком клочке выстраивают ввысь 30-40 этажей. Почему? Потому что дешево, потому что нет денег у них на большую площадь. Не просто нет денег, а они хотят заработать. Им плевать, как вы будете жить в этом доме. Им плевать, что вы будете чувствовать. Они делают низкие потолки, тонкие стены, высокие дома. Живите в этих коробках. Это те же хрущевки, только 21 века.
Если у вас есть возможность не жить в таких домах, не живите. Дом 5 этажей, потолок. Если в доме больше 5 этажей, не заезжайте в него. Это отвратительное жилье. Как бы оно ни называлось, каким бы оно бизнес-классом ни называлось, какие бы они цены вам за это жилье не озвучивали. Там в Москве сейчас 2 миллиона за метр, 2,5 за метр. Вот в этих вот коробках, в этих общагах просто. Отвратительно. Надеюсь, я хоть у кого-то из вас отклик нашел мой спич. Дальше. Не секрет, что через пару поколений отменят пенсию из-за демографических проблем. Интересно, я не слышал об этом. Готовишься ли к такому развитию событий? Как планируешь проводить пенсионный возраст, чтобы хватало на жизнь? Ну, не планирую я на пенсию выходить. Не хочется быть пенсионером. Так что и на пенсию особо не полагаюсь. Какая сейчас пенсия? Там $150 в месяц? Как на нее? Даже если она будет в 2 раза больше, это все равно крайне мало. Так что, к сожалению, на пенсию полагаться не стоит. Но нужно накапливать какие-то деньги и ожидать некий пассивный доход, потому что социум и общество, и государство не будет, к сожалению, о нас заботиться. Такое у нас государство, капитализм. Нет задачи социально защищать население. Нет такой, не ставит такую задачу перед собой общество, не государство даже, а общество. Государство, чиновники – это отражение нас с вами. Вот чего мы хотим, то и хочет чиновник. Как мы хотим жить, то примерно то же самое нам и строит государство. Государство не в отрыве от нас. Оно делает то, что нам интересно. И мы не хотим пенсию, мы не хотим заботиться о будущем. Мы живем сами для себя, мы живем текущим днем одним. И они все это повторяют. Так, как системный аналитик хочу более четкие ТЗ для разрабов писать и хотел бы изучить Java. Подскажите, какие материалы, книги, курсы можете посоветовать? Как изучить Java? Нужно, опять же, возвращаемся к той же теме. Начните писать на Java, и вы ее изучите. Сначала пишем, потом курсы. Ваш трудоголизм – это зависимость? Если да, то зачем вам эта зависимость? Нет, это не зависимость, просто мне нравится. Она же не вредит. Вот если бы мне нравилась водка, то можно было бы спросить, зачем вам эта зависимость. Но если мне нравится, например, программировать, то разве это плохо? Так, что думаешь об исламском банкинге, где нет ростовщичества? Клиент не получает процентов, а банк не может использовать средства клиентов. Рассрочки без процентов. У Т-банка уже такое есть. Думаю, что это хорошо. Но это все должно быть на государственном уровне. Это один банк не сделает. Он не выживет в такой модели. Он же должен кормить, во-первых, персонал, во-вторых, своих владельцев. Там же капиталисты, они же не хотят жить на одну зарплату. Они хотят жить в Монте-Карло, а банк у них будет здесь. В общем-то, да, в эту сторону должно было бы быть. Так, дальше. Если прибыль и личная выгода при социализме не являются главным стимулом, то что мотивирует людей работать тяжело, а не по минимуму? Я не понимаю, почему вы считаете, что при социализме прибыль и личная выгода не является стимулом. Почитайте того же Вадима Туманова об артельном деле при Советском Союзе. Человек должен работать ради результата. Главным результатом в мире материальном являются материальные ценности. Я поработал, я хочу получить деньги. За эти деньги я хочу купить себе машину, квартиру, колбасу. Так должно быть при социализме, при капитализме, как угодно. Но при социализме мы убираем тех, кто получает машину, квартиру, колбасу, не работая. Вот вся разница между социализмом и капитализмом. Но почему-то люди думают, что при социализме у людей должно быть какое-то другое стремление. Это люди должны быть все бедные, все бессребреники и все работать за идею.
Это совершенно не так. Социализм уничтожает капиталистов, уничтожает буржуев, которые не работают, которые сидят в Монако и получают деньги от сдачи в аренду торговых площадей в центре Москвы. Вот этих людей мы убираем, расстреливаем, площади забираем, на этих площадях строим детские сады и школы. Это социализм. Но при этом все работают, и все зарабатывают, и все получают деньги за свой труд. Все как было раньше. Вы ходите на работу, программируете, вам платят зарплату. Лучше программируешь, больше зарплату. Хуже программируешь, меньше зарплату. Просто убрали этого буржуя, который в Монте-Карло сидел. Так, дальше. Я вас уже замучил этой темой, да, про буржуев, но потерпите. Вы сами спрашиваете об этом. Видимо, вам тоже это интересно. Работаю на удаленке, не чувствую себя частью команды и проекта, а просто наемником, который обменивает свое время на деньги, и из-за этого пропадает мотивация. Это моя проблема или проблема компании? Ну, надо смотреть, как именно к вам приходят задачи. Потому что, видимо, потому что вы описали, есть какая-то центральная часть команды, которая сидит в офисе. И у них там тимбилдинги, они там обнимаются, ходят вместе к кофейному автомату, у них там любовь, они знают друг друга по имени-отчеству, а вы на удаленке. И вам сбрасывают задачи, но с вами нет любви, нет кофейного автомата, и вам одиноко. Вам кажется, что вы оторваны от чего-то теплого, доброго и семейного. Да, я вас понимаю, но это логично. Здесь ничего не посоветуешь. Должна команда вся работать на удаленке. А если они даже не на удаленке, если они сидят в офисе, то у них должна быть коммуникация техническая внутри проекта происходить через ту же систему, через которую они с вами взаимодействуют. Должна быть система тикетов, должна быть система трекинга задач, должна быть система pull-реквестов. И только там мы обсуждаем технические вопросы. Даже если мы сидим друг с другом за соседними столами, мы не спрашиваем друг у друга, как что сделать. Такая у нас культура, по крайней мере. Мы все пишем внутри тикетов. Даже если мне можно через стол перегнуться и спросить у соседнего кодера, как что сделать. Но, видимо, в команде вашей такой культуры нет. Поэтому вы и чувствуете себя. Так. Обидно, что в программе «Философия программиста» обсуждается тестостерон. А вопросы... Ну, это мы уже слышали, эту критику учли. Дальше. Так, дальше. Что такое Никсос, я не знаю, к сожалению. Дальше вопрос такой. Как бы вы работали на удаленке с разработчиком, который, кажется, не обучается и отдает максимум на откуп нейросетям? В итоге работает плохо. Уволить-то всегда можно. Вопросительный знак. Троеточие, точнее. Как бы я работал с тем, кто делает... Ну, вот у меня был доклад буквально позавчера. Я писал про него в Телеграме, где я как раз рассказывал об этой ситуации. Я говорил, что этого будет больше. Вы будете иметь таких кодеров чуть менее, чем всех. Все такие будут. Все ваши кодеры. Ну, а только вот те, которым 40+, которые туговатые немножко на, так сказать, на быстрое обучение. Да, они будут продолжать кодить руками. Но остальные все, молодежь, быстро уже переходят на вайп-кодинг, переходят на агентов. И с этим ничего не сделаешь. Вы можете только ужесточать, это то, что я говорил позавчера на конференции, вы можете ужесточать систему контроля качества. То есть представьте себе, что у вас просто все программисты внезапно стали на один уровень тупее. Вот вчера вы думали, что ваша команда это умные ребята, вот их 10 человек, и все более-менее вы их подбирали, вы их знаете, они толковые ребята. И вот вы пришли с утра, завтра, и они все откатились на 5 лет назад в своем, так сказать, техническом развитии по уровню компетенции. Что вы будете делать? И уволить их не можете вы, 10 человек, вы новую команду будете собирать год. Что вы будете делать? И они продолжают контрибьютить, они продолжают писать код каждый день. Вы должны тут же начать строить
барьеры против плохого кода. Какие-то системы юнит-тестирования, системы статического анализа, стайл-чекинга, что угодно. Для того, чтобы их pull-реквесты перестали проходить легко в ваш мастер-бранч. Чтобы у вас был инструмент борьбы с таким народом. А это именно в это и превращаются кодеры сейчас. Он раньше был одного уровня, ему дали LLM-ку, и он стал тупее на несколько уровней компетенции. Он продолжает кодить, он-то не понимает, в общем-то, до конца, что произошло. Он использует устройство. Устройство ему, он доверяет устройству. Как мы доверяем калькуляторам, мы доверяем компиляторам, так мы сейчас доверяем LLM-кам. Они пишут за нас, и мы сразу в продакшн. Настраивайте системы борьбы. Так. Спрашивают, сам-то я в классе имущих или рабов? Ну, рабов, конечно. Какой я имущий. Так, спрашивают, почему не Linux? Я как-нибудь напишу статью, почему MacBook, а не Linux. Какой из человеческих пороков тебе неприятен более всего? Только не абстрактно, пожалуйста, а из личного опыта, спрашивает Андрей. Ну, хороший вопрос. Может быть, мы его последними оставим. У нас время закончилось. Ну, давайте я на него отвечу и все. Какой из человеческих пороков? Я думаю, что трусость. Это тот порок, который меня раздражает и в себе в том числе. И в других людях. Это не всегда страх, я не знаю, там, тараканов или страх высоты. Или, да, наверное, трусость не путать со страхом. Страх есть у каждого, и это нормально и логично. А трусость – это выбор, который человек осознанно делает между шагом вперед и шагом назад. И мне неприятны люди, которые делают выбор в сторону шага назад. Я не просто неприятный, я не знаю, что у них в голове. Меня озадачивает такое поведение в человеке. Оно мне неприятно и отталкивает от человека навсегда. Ну, во многом. Если я понимаю, что если он признает, если он говорит, объясняет свое поведение, если он говорит, слушай, боюсь, вот сейчас нужно сделать так, сейчас я промолчу на этом митинге, потому что нельзя ссориться с начальством, поэтому я просто нужно промолчать. Ты понимаешь, такая ситуация. Я знаю, да, это мы должны сказать свое слово, но я промолчу, потому что боюсь. Этого я человека пойму. Но человек, который я понимаю, что он трусит, и при этом он совершенно трезвым взглядом говорит мне, что так нужно сделать, да, и вот нужно поменять свое мнение потому-то. Но я-то понимаю, что он просто струсил. И вот это я понимаю, что что-то внутри у него сломлено, что-то внутри у него ржавое какое-то, что-то внутри гнилое. И это порок. Ну, так, я думаю. И в себе тоже этого не люблю, и если что-то такое чувствую, то потом очень себя долго сам себе не прощаю. Вот такой выбор шага назад вместо выбора шага вперед. Все, дорогие зрители, у нас сегодня было какое-то странно рекордное количество просмотров и людей в онлайне, за что я вам благодарен.